деревянный памятник, он может и должен восприниматься нами как ценный объект, во-первых, потому что он памятник культуры. Во-вторых, потому что он был в свое время и может снова исполнять роль культового объекта, культового сооружения, православного храма. И есть еще третья, очень важная, так сказать, ценность, о которой обычно не помнят. Это я называю местно чтимая святыня. Это означает, что для местных людей, конечно, хорошо, когда объект имеет значение, как-то используется, но, может быть, даже часто бывает важно, чтобы он просто оставался, просто существовал, как вот близкий, родной человек. Русское деревянное зодчество составляет одну из самых самобытных частей русской культуры. Вот такого в мире нигде нет. Взять каменную архитектуру, разные стили, классицизм, там, барокко, древнерусский какой-то стиль. Это все есть, все аналогично есть в других странах мира. Вот такого, даже близкого аналогового, нету. Поэтому мы, собственно, сохраняем памятники деревянного зодчества с особым вниманием, потому что это уникально на мировом уровне. Именно страна, Россия, обладает этим особым наследием деревянным. Огромная страна на огромной территории географически и хронологически в течение очень большого времени развивалось вот это искусство строительного. И вот от этого такой совершенный опыт в России, вот работы именно топором, с бревном, не с доской, не с какой-то мелкой деталью, а с бревном. С реставрацией, конечно, в России проблемы большие, потому что ведь сначала в 20-е, 30-е разрушали храмы, а после, когда начали восстанавливать, ведь нужно было создавать научную школу реставрации, да, причем коммунисты в 20-е, 30-е рушили, а в 60-е и 70-е, после войны, когда немножко народ окреп, что-то восстановил, фабрики, заводы, да, детки начали рождаться, и потихонечку вот это, видимо, третье поколение уже начало восстанавливать. И чтобы восстанавливать, нужна была и государственная реставрация, и также потихонечку начали возникать общественные объединения. В 90-е годы мы собрались по объявлению в Московском комсомольце и потихонечку начали что-то делать в Москве, работать в парках, в монастырях, в церквях, в музеях, да, потому что нужны были рабочие руки, потому что в 90-е годы Советского Союза не стало, господдержки тоже лишилась культура. И вот, наверное, волонтеры были очень нужны. И в 90-м году мы вот так по объявлениям собрались, и возникло объединение «Рождественка». А летом вся молодежь, конечно, хотела оказаться на севере. Та, которая хотела заниматься, помогать памятникам. А на севере, к сожалению, уже в 90-е остались считанные отряды, которые помогали деревянному зодчеству, потому что с Советским Союзом рухнула и система советской реставрации. А сами были мы еще слишком молоды, чтобы что-то самим организовать. И буквально осталось 2 отряда. Это вот люди, которые в Онежском районе восстанавливали храмы, в Верхнемудежский погод знаменитый, он потом сгорел. И вот команда Дмитрия Александровича Соколова, которая на Хиш-горе занималась храмом Александра Сверского.
С Дмитрием Александровичем мы познакомились в далеком мохнатом, лохматом 1984-85 год. Я когда проводил очередную экскурсию по Кинозерскому, тогда еще не было Кинозерского парка, я работал директором Каргопольского бюро путешествий и экскурсий и заодно проводил экскурсии. И мы с ним познакомились в Гужово. Потом он приезжал уже несколько раз в 88-89 год в Каргополе. Он останавливался на турбазе у нас в городе Каргополе. И, значит, он однажды сказал мне: Леонид Иванович, можно попросить о вашей помощи? Я говорю: какой помощи? А вот вы когда показываете там церковь Александра Свирского, можно часок поработать, мусор убрать, там, кору и так далее? Я говорю: с удовольствием. Вот. И таким образом каждый год, ну, по крайней мере, лет 10 он работал конкретно на этой церкви, и мы, значит, вот так познакомились. Вот. Потом уже немножко прошло еще время, приезжали уже другие, это были, как бы сейчас сказать, волонтеры, люди разного возраста, семьями, начиная от грудного до самого пожилого. И, в общем-то, общение с ним было очень приятно. А потом, когда я узнал, что он вообще, на мой взгляд, он даже не был плотником, но насколько его север заманил, что он на всю оставшуюся жизнь заболел серьезно севером. Храм Александра Свирского, он находится на горе. На горе Хиш-гора. Значит, что в переводе с угро-финского, что там когда-то жил злой дух. Вот. И когда еще здесь не было распространено христианство, а жили язычники, то есть у них на этой горе проходили вот свои обрядовые обычаи, ну, как можно сказать так. А вот когда уже пришли, ну, здесь появились христиане, и впервые поднялись они на эту гору, они были поражены вот этой благодатью, в общем, они осветили это место и первоначально поставили здесь крест. Уже в 1871 году церковь была построена. Но церковь, она была не основной, а приписной, потому что не было своего священника. И поэтому службы, ну, в общем, совершались по просьбе жителей. Когда-то кого-то нужно покрестить, кого-то нужно отпеть. Ну, конечно, в праздники, знамо дело, значит, обязательно совершалась служба. И тогда зазывали священника с Лёкшмазера. А вот когда там появился отец Алипий, такой замечательный молодой человек, монах, то службы уже совершались регулярно, значит, и такое время длилось до 1924 года. А в 1924 году, значит, монахи были выселены. Потом, конечно, уже священника не было, то есть пошло все как бы на убыль. Но на самом деле церкви наши были закрыты в 1934 году. А наша Лёкшмазерская уже основательно в 1937 году. Я еще застал настежь все окна и двери, а вот никаких стекол, и еще помню иконы. Ну, иконы были, скажем так, с точки зрения искусствоведения, простые, на холсте, не на двери, а на холсте. Где-то были разорваны, ну так вот это я помню. Даже крыша была железная, барабаны и луковки, главки были обиты железом. И я так порадовался, что Дмитрий Александрович решил, что они должны быть все-таки покрыты лемехом или городней.
Вот. Понятно, да, дощечками купола и храм. А я еще был такой бессовестный, я еще лазил, когда в 79 году, я лазил на эту крышу, все, ну, тогда я еще не проникся действительно верой людей, которые верили в Бога. А сейчас я хоть не воцерковленный, но я очень уважаю и всегда уважаю веру местных. Деятельность Дмитрия Александровича, она тоже очень разносторонняя. То есть он работал и в реставрации, начал как реставратор, как исследователь, хотя он по образованию не архитектор, но его смело можно назвать и исследователем, и архитектором, и производственником, плотником. То есть такой очень разносторонний, сильный человек. И после его ухода из жизни эта деятельность продолжилась, и она не умаляется, и растет, и вот это вот здорово. Вот сила любого специалиста в многоаспектности, это совершенно точно. То есть, с одной стороны, конечно, очень нужны и важны специалисты, которые углубленно знают какой-то один предмет, но как вот руководители, как организаторы должны обладать они должны все делать, и говорить, и писать, и рисовать, и рубить топором, все. Пока в деревнях жили люди, жили деревянные стены. Домам и храмам нужен человек, они не могут без него. Дмитрий Александрович Соколов был одним из первых, кто стоял у истоков современного реставрационного движения. С него и его единомышленников началось большое дело спасения деревянной архитектуры русского севера. Многие памятники уже ушли безвозвратно. Десятки находятся на грани разрушения, но их все еще можно спасти. Сейчас в стране сохраняется, но опять же, по приблизительным подсчетам, статистику строгую никто не ведет, сохраняется около 600 деревянных церквей и часовен. По-моему, мы так обозначали 17-18 веков, наиболее такие ценные, традиционные. Но сейчас и 19 век от нас отдаляется. Он тоже уже становится, если не древностью, то уже такой вот реликтовой, стариной. И мы уже работаем со всеми объектами. Мы уже не делим, как в 20 веке делили там поздние и древние. И это к этому пренебрежительно относились, а работали с древним. Сейчас нам ценно все, и мы работаем со всеми объектами. Для сохранения памятников нужны совместные усилия государства, общественных движений городских и местных жителей. Вот три составляющих фактора, которые действительно определяют. Главный наш интерес, конечно, наши любимые памятники. То есть у нас сейчас около 25 подшефных памятников, и мы пытаемся организовать серьезную научную народную реставрацию. И, собственно, научный и народный, здесь два этих определения, они в общем-то, дружат. Вот это не анархия, это не стихия. Мы потихонечку, вот нам будет 10 лет в августе, мы к этому шли, эти 10 лет. Чем мы занимаемся? Значит, у нас много противоаварийных работ, и потихонечку противоаварийные работы кое-где перерастают в реставрации. То есть мы налаживаем процессы реставрации, объединяем местных жителей, неравнодушных батюшек, их не очень много, но они есть, архитекторов-реставраторов, плотников-реставраторов, волонтеров. Да, в фонде уже появилось несколько сотрудников. Вот, собственно, это, наверное, главное направление. Вот. А если конкретно о деревянных говорить, то, безусловно, это общее дело. Общее дело и вереница. У них просто немножко разные ракурсы. В общем деле там больше консервационное предпочтение, а вереница, у них меньшее количество объектов, но они берутся за более трудоемкие реставрационные работы. Хотя и в общем деле сейчас есть реставрации, это церковь в Унижме, слава богу, успешно идет реставрация. Трудно, но успешно и хорошо. И вереница то же самое, есть консервационные работы, где просто положить крышу, поставить подпорки, просто сохранить, а дальше, может быть, для будущих реставраций. Никольский храм в селе Зачачье, несмотря на то, что он внешне выглядит довольно, так скажем, неплохо, да, относительно других памятников деревянного зодчества, архитектуры, да,
у него, в общем-то, серьезные проблемы, ну, как и у всех, с кровельным настилом, который во множестве отсутствует. Поэтому конструкции шатра, все силовые, они очень сильно прогнили. И, в общем-то, этот самый шатер такого грушевидного завершения, он находится в плачевном состоянии. И мы, в общем-то, возводим внутри силовые конструкции, на которые мы дальше, так сказать, опираемся для того, чтобы подпереть, собственно, этот шатер. То есть главная задача сделать так, чтобы шатер не сложился внутрь. Поэтому, если вот не осуществить данные противоаварийные работы, то в один прекрасный момент памятник федерального значения, который находится очень близко от трассы, все ездят, любуются, он просто может лишиться этого самого шатра. Особенности архитектуры деревянных построек, вот именно традиционных, заключается в том, ну, как мыслили традиционные русские плотники. Вот простой мужик, да. Как все время повторял Дмитрий Александрович, он говорил: учитесь мыслить от бревна, как говорили старые мастера, да. Вот. А наше деревянное зодчество, вот, оно уникально тем, что материал, он является и конструктивом, и украшением одновременно. То есть и все какие-то узлы, сопряжения, они не прячутся. Люди работают, лепят, так скажем, объем. И этот объем, эти узлы сопряжения, балки там, они же могут зачастую достаточно скромно декорироваться, но они настолько выразительны, настолько вот, пластичны благодаря своему материалу, благодаря такой вот заботливой руке плотника, который тронул в нужном месте их топором и придал какую-то живописность. И это в корне отличает вот наш подход от, я бы так сказал, от европейского, вообще говоря, подхода или, ну, от подхода современного человека, потому что современный человек, вот это очень важно, он мыслит каркасами. Он всегда создает какой-то каркас и дальше начинает прятать этот каркас различными молдингами, сайдингами, украшениями и прочим. А в традиционном народном деревянном зодчестве каркас как таковой отсутствует. Люди идут от объемов, сочетания объемов от массы, и это, говорю еще раз, масса является и конструктивным элементом, и украшением, ну а в случае домов и утеплением еще одновременно материал. Вот. Прекраснейший материал. Консервация храма, она происходила и происходит, конечно, благодаря усилиям Маргариты Баевой и ее фонда «Вереница», потому что без их участия там бы ничего не случилось. Конечно, государство выделяло какие-то деньги в начале нулевых годов на проведение консервационных работ. Работы были начаты, но не закончены. Ну и храм продолжал разрушаться. И вот благодаря Маргарите это удалось продолжить, потому что там приход небольшой, сил местных жителей не хватает. Вот. Поэтому вот только Маргарите удалось уже через интернет, через сайт начинать собирать деньги и что-то реализовать, какие-то вот свои проекты вот этой консервации. Подходит наш гвоздь программы, наш карандаш. Мы его будем принимать. Пришлось очень много потрудиться, чтобы сделать систему, систему полиспаст. Вот сейчас мы... Хорош! Сейчас мы осуществляем такой подъем с одного яруса на другой. Поднимаю? Особенная проблема здесь поднимать длинномер. Поскольку какие-то конструкции не сделать нельзя. Травить? Ну,
Еще чуть-чуть, сейчас давай. Все, травлю. Дальше храм будет ждать реставрации, разрешения на реставрацию, на проведение реставрационных работ и так далее. Надеемся, что они осуществятся. Мы имеем право делать только противоаварийное в соответствии с проектом. Как правило, летние сезоны мы посвящаем реставрации, ну, или консервации, то есть работе на русском севере. А с сентября по май мы в подмосковном Воздвиженском, что находится в Сергиево-Посадском районе, занимаемся плотницкой деятельностью в Музее живой архаики «Новое Старое», который мы, собственно, создаем, в том числе и совместными усилиями с добровольцами. В подмосковном Воздвиженском, в Новом Старом мы преподаем плотницкое дело, то есть мы проводим курсы плотницкие, вот, и фактически, ну, мы так хотели бы считать, вот, и по нашему скромному опыту люди, прошедшие у нас уже обучение, едут с нами на север, что очень приятно. Вот, мы ну, в некотором смысле занимаемся подготовкой тоже кадров, которые участвуют в реставрационных сезонах. Вот, и очень приятно видеть людей, которые прошли у нас курсы или приехали в Воздвиженское, а потом едут с нами на русский север. Вот. Меня такие люди поражают и удивляют, да, которые готовы приехать откуда-то на территорию, как бы на чужую, да, что-то делать для этой территории, какие-то прокачивать свои навыки, умения, да, то, что касается там реставрации. Причем они же, те люди, которые приезжают на территорию, они же не только храм реставрируют, да, они ведь по большому счету, они нас воспитывают, здесь живущих. Нам иногда не хватает самим вот этого понимания, да, то есть москвичи приехали, покосили траву вокруг храма, что мы-то здесь не могли этого сделать. Люди, которые приезжают сюда восстанавливать храмы, они на самом деле нас даже учат чему-то большему, чем восстановление. Мы, к сожалению, иногда забыли, что мы хозяева-то на своей земле. По мере продвижения работ люди видят, что происходит какой-то позитивный процесс, вот, преображается их родное пространство, казалось бы, да, вот. И действительно, может быть, в их жизни что-то происходит. Они начинают осознавать, что действительно дело благое, и они начинают принимать все вот эти процессы происходящие, начинают уже поддерживать добровольцев, поддерживать вереницу, и уже начинают, ну, собственно, осознавать необходимость сохранения этих памятников. В последнее время, поскольку жители выходят на субботники, да, то есть уже сейчас иногда в деревнях 1 к 1. То есть, допустим, приехало 5 волонтеров, подошло 5 жителей, а иногда вот у нас сейчас в Волосово горит, допустим, 5 волонтеров, а уже подходит по 10-15 жителей. То есть, как бы, мне кажется, вот ставку сейчас надо делать на вот эти маленькие городки Архангельской области. Между 30-ми этими годами здесь, кстати, этот приход большой здесь был, и это я помню, даже мы с бабушкой ходили, здесь хранили зерно, привозили зерно, сушили, ну как сушили раньше, где зернотоки были, там еще такие, после уже зернотоки были, когда стали электричество стали сушить, а раньше так перелопачивали просто его, чтобы оно не загоралось. И вот мы, бабушка у нас, моя была живая, я еще ходила на начальные классы, и мы вот ходили, это перелопачивали здесь с ней, ну я маленькая была так, здесь зерно. Сюда заезжали фуры, на лошадях, естественно, ну, на телегах. И вот выгружали это зерно и сушили. Мы раньше на эту церковь и ползали туда, в купол ползали, там же была большая лестница, туда до конца были. Это было тоже в 70-х годах. Она же вся полностью стояла тут. А потом решили ее реставрировать. Крышу сняли оттуда, все это убрали. Ну, естественно, там денежки вот какие-то получили. Все это она же была обшита вагонкой. Вагонку все продали. Там, что смогли, продали. Железо сняли тоже, кто куда растащил.
И вот в результате... Но она же вот считается как памятник архитектуры федерального И значения. никто Значит, ничего. наверное, государство деньги какие-то выделяло, ну вот как бы на реставрацию, может быть, и приезжали, да? Да. Это тоже, наверное, 80-е годы, наверное, да, было где-то так. И они ее разобрали, верх весь разобрали, подготавливали. И в результате ничего не сделали. Вот все пролежало здесь на улице, оно все сгнило, потом мы все это убирали, всю эту рухлядь. И все, вот, а сейчас ребята вот крышу сделали, хотя бы это сохранили. Остальное все прогнило из-за того, что не было это самое железо, было железо убито, она вся была железом вверх оббит. Железо это сняли, и, естественно, там остались дерево такое. Оно потихоньку оно стало гнить. И в результате она вся упала сюда вниз. И вот остались только вот эти стены, а верх уже весь пропал. Но это уникальная церковь XVII века. Давно вокруг нее все ходили. Памятник федеральный, при этом ни для кого не секрет, в каком состоянии он был до недавнего времени. Несколько лет назад были проведены противоаварийные работы силами и средствами, не зависящими, собственно, от государства. То есть это не федеральный бюджет. На сегодняшний день заказан проект реставрации нашей организации. Мы потихоньку его выполняем. В настоящее время также идет заготовка материала, так как материала нужно будет много, и материал нужно и подготовить, окорить, чтобы он не пропал, складировать его. Это большая физическая такая работа. К счастью, вот местные жители подключились, активно участвуют в этом. Ну и на месте ребята-мастера, кто в дальнейшем будет работать, также помогают решать все эти вопросы. Ну, артель Архангела в основе. Ну и, я надеюсь, мастера из нового старого тоже подключатся. В следующем году, я надеюсь, что все будет хорошо. Получим официально, согласуем проект, получим разрешение, и работы начнутся. Но начнутся работы, конечно же, не сразу с реставрации деревянной, а будут большие работы подготовительные. Нам нужно будет еще там с фундаментом решить вопрос. И только после этого планомерно. Я думаю, что это работа на много лет. За 2-3 года мы не управимся явно. Будем потихонечку перебирать ее, так как церковь дошла до нашего состояния достаточно в тяжелом состоянии. Работы будут вестись методом полной переборки. К сожалению, другого способа здесь у нас нет. На сегодняшний момент муниципалитету непонятно, как этим вопросом заниматься, да, то есть надо делать что-то, что потом будет нужно людям. Пока вот инициатива какой-то снизу не идет, я считаю, это делать бессмысленно, потому что потом нужно содержать вот это все, да. А когда находятся такие люди, да, и вот в Волосове там нашлись, они сейчас, Вереница тоже занимается, и вот когда они обращаются за какой-то помощью, то вот тут, конечно, можно сделать, наверное, многое, да. Но в основном-то что? Напрямую выделять какие-то деньги из бюджета законодательство не позволяет. Никто не мешает нам работать с людьми и живущими на территориями, с предпринимателями. И вот моя-то помощь, наверное, какой они считают ценной, это я договаривалась с предпринимателями, чтобы они помогли, так скажем, где-то лес подешевле. А тут последний случай был, что я обратилась к предпринимателю, значит, попросила его продать лес там подешевле, а он сказал, сразу хорошая сделка состоялась, тут сразу ваш звонок. Я, говорит, почему-то понимаю, что мне необходимо это сделать, что это как бы знак, и давайте я вот выделю, он там огромное количество леса выделил, просто вот выделил зимнего хорошего реставрационного леса, просто привез им бесплатно. То есть, вот в этом, наверное, помощь, но как бы мои-то тут незначительные усилия. Наша компания занимается лесозаготовкой круглого леса. Где-то в феврале-январе месяце нам поступил звонок от фонда Вереницы и сказали, что им нужен круглый лес. В принципе, мы этим и занимаемся. Мы круглый лес заготавливаем и его продаем. Отгружаем на крупные компании, комбинаты и ведем переработку полного цикла самостоятельно. И мы думаем, какая удача. Позвонили какие-то реставраторы, архитекторы с Москвы. Мы думали, что
Крупные люди, хороший крупный заказ, очень необычный, думаем, срубим денег. Но когда сказали, что это благотворительный фонд, и у них на счету всего лишь 300 тысяч рублей, а заказ составлял около 2 миллионов рублей, и мы подумали, дающему Бог дает. И сказали, куда и когда и сколько нужно привезти. Ну вот это уже нам как сюрприз, да? Подарок. Подарок. Да. Там несколько, две, Ну, красиво два, наверное, смотрится, этих очень таких сруба правда, было. Настоящий дом. Это своими силами уже как бы были куплены. Мы денежки собирали, и денежки отправляли туда, и вот этот лес закупили. А потом нам вот преподнесли этот такой сюрприз. Конечно, мы рады очень. А когда начался вот этот сам процесс восстановительный, когда вот люди начали, волонтеры приезжать, добровольцы, тогда Вроде люди что-то нет, да, да. пошли навстречу, то что-то нам помогут там техникой, да, там что-то или еще что-то. Но как-то начали включаться. Вот пол помогли тут настелить, ну кое-что. Вот Местные, рамы да. мы ставили, у нас тут есть плотник хороший, и он нам помог вот это самое сделать, вот эти все рамы. Это не стекло, а этот, как называют, у нас, что вставлено-то? Не стекло же здесь этот. Поликарбонат. И вот это все он сделал, и вот мужчины пришли и нам вставили. Так бы иначе тут снег попадал, все бы тоже ничего не сохранить. Вот. Иногда, конечно, бывают такие отчаяния, да, когда вот вроде бы работы много, вот как на этот раз, бревен много, Да, людей мало, была мужчин такая нет. растерянность, вот на самом деле, неужели вот как бы, да, ну кто, люди сначала с неохотой шли, как бы, да, ну человек там, ну до 5, вот волонтеры хотя бы приезжали, да, вот они потом начали подходить. Ну, спасибо большое, как-то нас поняли, вот, ну, приходили семьями, коллективами, как-то вот справились, за что очень прям вот им низкий поклон, потому что, ну, на самом деле Много это помогло большая деревне-то, да. работа была Все не все, но проделана. кто мог, конечно, помогали. Да. Волонтерами приезжают самые разные люди, и если считать, что поколение меняется каждые 13-15 лет, то у нас, наверное, 5 поколений от 5 до 75 лет. Вот люди приходят в сетях, нас находят, да, часто просто читают новости и решаются, иногда думают несколько лет. Вот. Или сарафанное радио, допустим, девочка позвонила, мне про вас рассказывали, что у вас хорошо. Или в прошлом году итальянец собрался, тоже про нас рассказали, и очень хорошо, он потрудился неделю, дрова носил. Лет 5 назад я увидел в интернете ролик с Дмитрием Санычем, одним из основателей Воздвиженского. Мне понравилось, как он представляет, мне понравилось, что он делает. Мне вообще понравилось, как ребята здесь чем занимаются. И я очень долгое время планировал сюда попасть. Но, к сожалению, не успел попасть, когда он пока еще был жив. А в этом году собрался силами и приехал. Я, в принципе, люблю русский север. Не то, что русский север, вообще историю новгородской земли, потому что я сам с тех мест. Вот. И плотницкое дело для меня это как одна из граней той огромной культуры, которую имеет тут как раз русский народ, особенно народ северный, поморы, карелы, вепсы. С одной стороны, приобщиться к этой культуре, к этой традиции, почувствовать это все на себе. Вот. Ну, конечно, знать и навыки плотницкого дела. Вот это один плюс. Ну, помимо плотницкого дела, я изучаю также фольклор, изучаю историю, читаю очень много, стараюсь читать. То есть, ну, как сказать, чтобы быть причастным ко всему этому делу. То я планирую съездить в Зачачье в июле месяце. Предложил своей жене, ей тоже это все интересно.
потому что мы, ну, как сказать, тоже изучаем историю Севера. И ей хочется это все увидеть воочию, вживую, как сказать. Тем более там люди, очень, очень хорошие люди на Севере. Сколько я раз встречался, у нас и родственники там есть в Архангельске. Вот, это совсем другие люди. Здесь находятся люди, которые до сих пор в силу своих каких-то жизненных обстоятельств находятся в поиске. Вот. И этот вот поиск как раз их сюда привел, в эту точку. И меня также. То есть я что-то искал такое вот для души, чтобы это как-то пересекалось тоже с реальной жизнью. Вот. И, в общем, я думаю, что нашел. Вот я по своей семье, например, сужу. Вот мое увлечение вот это, и уже как работа, она сюда же повернула и увлекла мою семью. То есть и также моих коллег. То есть просто у кого-то, может, маленькие дети еще пока, но они вырастут, и они будут жить в этой среде. Вот. И как ни крути, вот моя жена, то есть мои дети, они тоже сопричастны. Мы ездим на север вместе, вот, на реставрацию, на консервацию, на памятники. Они тоже этим живут отчасти, и это тоже им очень помогает. Потому что вот это общее дело, оно сейчас очень важно, как вот для одного единичного человека, так и для ячейки общества, семьи, так и вообще вот для общества в целом, для страны. Это все очень важно, и такая нить вот прослеживается вот от одного человека до вот целой страны. Со временем появились общественные организации, которые собирают мастеров и добровольцев для противоаварийных и реставрационных работ на памятниках. Это дело объединяет людей разной веры, разных профессий и взглядов. Старинные дома и храмы восстанавливаются силами тех, кто понимает ценность деревянных стен и хочет сохранить подлинную историческую память, сосредоточенную в них. Некоторые решают навсегда связать свою жизнь с русским севером и переезжают сюда жить. Утро, день до вечера, я улушку домяла. Ой, мяла, мяла улушку, распахивала. Мяла, мяла улушку, распахивала. Ой, кофеюшку грешная с месяц не пила. Ой, кофеюшку грешная я с месяц не пила. Ой, сварила на донышке, и то все пролила. В 2011 году Александр Матюхин, ученик Дмитрия Александровича Соколова, с семьей переехал из Москвы в деревню Архангела Каргопольского района. Он хотел жить на севере и заниматься реставрацией. Некоторое время спустя к нему присоединились несколько семей единомышленников. Александр основал плотницкую артель «Архангела». Старинные храмы в своей деревне они поддерживают в хорошем состоянии и готовят к реставрации. Построили новый храм в традиционном стиле для местного сообщества и работают над разными объектами Архангельской области. Недавно Александр и его мастера перевезли разрушающуюся курную избу XIX века к себе в деревню и сделали в ней культурное пространство. Идея как бы у меня вот изначальная была именно приехать жить на место, в деревню, да, там, и здесь заниматься реставрацией, чтобы не ездить куда-то далеко, не распыляться вот на это. То есть можно бы, ну, то есть, мне как это изначальный, то есть мотив, что не ездить, например, из Москвы куда-то, из Москвы все равно куда ехать. Можно ехать там на Пинигу или в Каргополь, там, или на Двину, там, ну, практически без разницы, куда ты поедешь, там, это все далеко, вот. А хотелось как бы быть вот на месте. Когда ты тут на месте есть, вот памятники, они стоят, вроде кажется, вот, бери, реставрируй, но возникает момент
ну, параллельно и ухода. То есть памятник, мало его отреставрировать. То есть надо, чтобы он жил. Чтобы он жил, надо как минимум там косить траву, латать крышу и так далее. И ну, вот этим мы занимаемся. В принципе, возможно привести на территорию людей. Ну, вообще привести на территорию к нам это важно. А еще людей, которые умеют что-то делать, ну, в частности, речь шла о людях, которые могут с деревом работать, реставраторы. Ну, может быть, не прямо не по корочкам реставраторы, да, но плотники, которые умеют делать руками и могут пригодиться на территории вот именно для сохранения памятников, вообще развивать территорию. И мы сегодня будем думать о том, как создать им хоть какие-то условия здесь. Вот. Но здесь, конечно, нас приняли очень хорошо. То есть буквально вот мы приехали, и там люди нам стали там все нести, там какие-то продукты, там молоко, там все. Вот, и приняли нас, ну, как бы крайне, вот насколько возможно. Вот, то есть душевно, на самом деле. Но это тоже сыграло большую роль. Вот, в том, что мы здесь вот как бы оказались, прижились, то есть на самом деле это важно, как тебя примут, да. Но это прям была идея, то есть вот перевести вот Черную избу, тоже поставить как культурный центр, ну просто потому, что у нас на территории района вот эти избы сохранились довольно много, и ни одной избы достойной, чтобы вот показать вот топку по-черному, интерьер там нету. То есть идея изначально вот такая, создание центра традиционной культуры, то есть это такое место, ну и, во-первых, как бы и такой идейный центр вот нашего сообщества, кто здесь приехал, да, заниматься восстановлением, познакомились с фольклором и как-то стали в эту тему входить, и вот сейчас мы собираемся тут, нашли местные именно песни, вот, старинные, собираемся тут их петь вот регулярно. Ну и плюс, конечно, ремесла. Вот жена у меня увлеклась тут качеством, вот тут один станок у нас вот рабочий, ну и пояса там она ткала уже до этого, до появления избы. Вот. Ну и кроме того, да, там и керамист по образованию она там, ну, в общем, есть как бы задел, нам не хватает, конечно, людей, ну, таких вот, кто бы, так скажем, еще на себя брал какие-то вот организацию чего-то. Вот, а мой дом вот он. То есть сейчас просто уже, так как вот уже один дом вот стоит, и будем мы еще его доделывать, им заниматься. Сейчас уже перевезли мы вот второй дом, в котором вот жить. Вот. Уже сейчас идея такая, создание здесь вообще такого живого музея деревянного зодчества вокруг вот наших храмов. То есть уже вот у наших ребят, получается, у двоих уже вот тут напротив храма, там старый дом выкуплен, то есть вот тут на углу тоже вот сейчас Леша купил. И так вот хотим, может быть, даже какой-то проект глобальный такой вот, как-то осознать это, осмыслить все, ему какую-то помощь может даже подавать, потому что, ну, мне кажется, что вот это интересно, и тем более, что оно как-то все угасает, вот, все это теряется. В передней как бы и будет, собственно, сама, ну, изба в таком классическом смысле этого слова, то есть там будет вот, ну, русская печь будет выходить туда, как, ну, можно сейчас залезть там, показать более, ну, в общем, грубо говоря, большая там кухня-гостиная, столовая там, да, и отгороженный прилуп, как бы часть передней избы будет как, ну, спальня там условно. А во второй части уже будет еще две спальни отдельные, ну и получается как такой теплый коридор и две спальни. Вот так, такая планировка.
стоит всегда проблема, когда мы что-то делаем, восстанавливаем, стоит проблема жизни памятника после того, как его восстановят. То есть часто этот вопрос как-то так, он не решается и так как бы спускается на тормозах. Ну что-нибудь там кто-нибудь когда-нибудь будет там делать. А здесь вот мы будем жить, и будет вот, соответственно, вторая жизнь, так скажем, памятника. Это Шивенский погост, храм и колокольня, деревянный храм. Ну вот, храм 1787 года, а колокольня, я, честно говоря, точно не знаю. Мы ведем противоаварийные работы по... Ну, в основном это касается кровли, закрыть вот полицы, вот сейчас вот где мы находимся. И сейчас вот ставим леса на голове, тоже надо будет перекрыть верх головы, чтобы не текло, просто вот там сейчас с битумным материалом там толстым как бы закроем. То есть такая вот на храме 3 года назад вот мы полицу делали вот там, а сейчас вот здесь. Ну и на ярусе звона тоже, вот где разбирают, там тоже будем делать кровлю. Сейчас мы находимся в зимнем пределе Багальянского храма 1787 года постройки. Этот храм является федеральным памятником. Расположен в деревне Погост, значит, Шивенского округа. Вот здесь вот у нас клирос, значит, там у нас алтарь малый, здесь у нас летний храм. Вот здесь, поскольку зимний храм, печь, значит, расположена. Вот. В настоящее время в храме идет реставрация. Идут работы по укреплению фундамента северо-западной стены. Сейчас работаю на колокольне. До этого проведены работы на большом куполе. Консервация проведена. Зимний предел мы тоже законсервировали. Вот. Тем самым мы спасаем храм, чтобы он не разрушился, потому что деревянное зодчество – это такое нам культурное наследие наших мастеров, которое передано было с прошлых веков. Вот сейчас в России, допустим, люди с Урала приезжают, уже не сохранены такие памятники. У нас здесь на севере, слава богу, еще таких памятников много. Дальше на север мы по реке Онеге встречаем очень много замечательных таких шедевров. Ну и вот нам тоже повезло, что мы живем в нашем замечательном селе, и у нас есть такой храм, который сейчас вот мы его спасаем. Ну вот если мы пойдем сюда дальше, в летний храм. Небо, к сожалению, сейчас плохо видно, потому что здесь были проведены работы на иконостасе, и он заклеен папиросной бумагой. Вот. Чем уникально это небо? В центре Спаситель и 18 ликов. Это небо самое большое на русском севере. Вот чем примечательно. Роспись проводила артель Богданова-Карбатовского. Это школа Андрея Рублева. А Андрея Рублева не надо представлять, я думаю вам. Вот. И здесь замечательная акустика, вот, особенно вот, когда встаешь под Спаситель, Илья. Вот я сейчас пою. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Вот такая акустика здесь замечательная. Богоявленская церковь в Шивенске, она, наверное, в первую очередь ценна тем, что это комплекс. Все-таки два здания в комплексе, церковь и колокольня, представляют большую историко-культурную ценность, чем отдельное
оставшиеся сооружения. Они все были раньше, комплексами стояли. Вот. Потом село, наверное, контекст очень важен. Вот это вот бесконечные улицы со старыми домами, близость монастыря, река, деревянные мосты. Вот эта среда Ошевенского, то есть сама по себе церковь, ну, их много церквей таких подобных. Вот какой-то особой выдающейся ценности, ну, вряд ли, наверное, в нем можно увидеть. А вот в среде Ошевенского, вот эти курные избы, окрестные деревни, вот это действительно... Вот если помечтать, что объектом ЮНЕСКО могла бы стать, вот, в принципе, Ошевенское село могло бы стать. У нас иногда поднимается вопрос, у нас единственный объект ЮНЕСКО деревянный – это Кижи. И то одна только церковь, Преображенская церковь в Кижах. И поднимается вопрос, а какие могли бы быть еще? Вот Ошевенское могло бы быть. По жизни я не плотник. То есть я не профессиональный плотник, у меня нет никакого плотницкого образования абсолютно. И по большей части вообще-то я работаю как столяр больше, то есть внутри помещения и не на таких объектах. То, что я здесь оказался вот на этих работах, это скорее исключение. На сегодняшний день мне это место наиболее комфортно, и я себя здесь чувствую как вот, ну, человеком, так скажем. То есть оно мне помогает, и даже не то, что место, вот это, как сказать, круг общения и, так сказать, ну, окружение. То есть вот эти вот... Но в целом можно сказать, что это окружение, да, то есть эти декорации, это место, локация, декорации и люди. Здесь я чувствую, что я живу как бы, да, и то, что я делаю, оно меня не напрягает, а наоборот радует. То есть смысл жизни на самом деле в получении радости, да, а не в том, чтобы что-то спасти конкретное, да. Поэтому говорю, если завтра мы будем спасать там, или не спасать, а просто строить тот же самый дом, и я понимаю, что он нужен, и я получаю от этого удовольствие, то есть приятность, полезным, для меня это будет хорошо. Такая некая первозданность такая вот почувствовалась. Вот в плане и архитектуры, и природы, и такого вот состояния. Душа сама как бы так очень радовалась в этом состоянии. И, конечно, хотелось, вот, чтобы это было так всегда, да. Потом уже появилась семья. Вот, женился, жена, дети, вот, тоже работа, все. И, конечно, уже стало в плане добровольческих поездок уже особо не поездить стало. С семьей уже потом стал в отпуск приезжать, вот, а потом решили уже в конце всей семьи переехать. А сегодня, если мы только будем говорить о сохранении памятников, да, и этим заниматься, то мы можем получить такую ситуацию, что завтра для кого это все будет, да, захотят москвичи приехать посмотреть, приедут, здесь не остановиться негде, и людей вообще нету, потому что людям нужны комфортные условия проживания, любому человеку, будь то в Москве, будь то в Каргополе. И если мы не создадим этих комфортных условий, то просто-напросто молодежь сначала разъедется, остальные здесь будут доживать, но общество такое будет уже более, так сказать, маргинальное. И вообще тогда эти храмы никому не будут нужны. То есть создание человеческих условий жизни для людей, то это, ну, наверное, более даже еще важно, чем восстановление непосредственно. Будут люди, найдутся и среди них те, кто заинтересуется вопросом восстановления памятников. То есть будет кому это нужно. Да, каргопольцы готовы содержать
готовы, значит, все это, значит, организовывать. Но для этого должны быть каргопольцы, а для этого нужно создать условия, чтобы они здесь тоже жили. Поэтому сохранение таких исторических городов такая, наверное, важная для государства задача. И сохранение именно людей в этих исторических городах — это тоже важная задача, потому что в конечном-то итоге она ведет все-таки к сохранению вот этой нашей культуры, материальной и нематериальной, безусловно. Гридинская — это первый наш храм, который мы нашли в 2009 году. И потихонечку вот заканчиваем. Надеюсь, через год уже закончим реставрацию внешнюю и займемся внутри иконостасом. Почему так долго, 14 лет, извините, мы росли вместе с памятником. То есть и вереницы еще тогда не было, когда я начала им заниматься. Просто была женщина с детьми, редкие друзья. И жители, которые приходили на субботники. Так что вот Никольский храм в деревне Гридинская XVIII века тоже вот мы заканчиваем. И я считаю, что за это время мы многого достигли, не только в смысле реставрации. Там была спасена библиотека. Посильно мы помогаем рядом деревни, мы дружим с людьми, восхищаемся ими. Наверное, они нам дают вообще силы жить. Храм то ли Георгиевский, то ли Никольский построен в конце XVIII века. Есть дата 1790 год. Вот. Ну, не знаю, что такого могу я особенного сказать, кроме того, что вот он имеет такое своеобразное завершение, таких завершений немного. Вот. В общем, это храм на границе, когда уже традиция такого народного деревянного зодчества, к сожалению, в храмовом зодчестве подходила к концу. Вот. И уже в XIX веке храмы строили исключительно по утвержденным правильным проектам, то есть никаких народных таких художеств не допускалось, хотя они все равно временами пробивали себе дорогу. Вот. И вот этот храм, он такой переходный от народной традиции к авторской, что ли, традиции архитектурной в деревянном зодчестве севера. Я приехала в Воздвиженское с лемешиной, со старой. Лемешина — это вот такая большая осиновая, как бы вот чешуйка деревянная, да. Лемешина Гридинской, лемешинами покрыты купола храмов. Вот у нас пучина, купол Гридинской, 1500 лемешин. И нужно было менять, по-моему, около 1000. И я приехала посоветоваться, что делать. И мне важно было, чтобы жителям объяснили, что это не так просто, что это несколько лет работы. И вот Дмитрий Александрович на камеру очень хорошо наговорил послание жителям. Я привезла это, включила. И они поняли, что надо искать бригаду реставраторов. И вот как раз Дмитрий Александрович приезжал в 2013 году. С 2014 года начались работы в Гридинской по тесанию лемеха. И мы их выдержали вместе. И вот так артель начала приезжать на работы. Потом была часовня на реке Сюма. И, в общем-то, хорошо мы с Дмитрием Александровичем, конечно, и с его ребятами и дружили, и дружим. И много у нас общего, и встречаемся на севере летом. Но мы, когда отправляемся в деревни, а памятники иногда в деревнях, где от 1 до 300 человек, вот так примерно, да, и видим, что людям нужна поддержка. Вот главное — не учить людей жить. Стали приезжать люди, чинить свои дома. Вот это, мне кажется, важно, и я даже вот рассчитываю не на туристов в нашем деле. Туристы замечательно, но они приехали и уехали, а именно вот на уроженцев. Потому что эта родовая память, она крепче, чем фотоаппарат туриста. Приходим на субботники, когда просят.
Потом у нас традиционное чаепитие. Лес вот привозили, мы ездили корить. Вот Маргарита говорила, вот батюшка опять собирается, по-моему, в июле. Так, наверное, там опять соберемся, приберемся. Ведь из разных деревень приезжают, потому что сообщаем, батюшка еще крестит. Так тоже это, собираются, звонят, пишут, что когда батюшка будет, сообщайте. Церковь живет, и деревня у нас живет. Собираемся. Мы очень рады, что они приезжают, потому что нас мало. Когда они приезжают, все равно повеселее. Особенно в Гридинской, ведь у нас там Людмила Николаевна одна. Ну, дачники приезжают, вот, а так, не знаю. Маргарита уже сколько ездит? С 2009 года. У меня дети выросли с ними уже за это время. Все, помогают, и дети помогают. Знаете, дети, как бы дети даже чаще помогают, чем мы. У нас ведь одни пенсионеры. Так вот только что женщины что-то где-то помыть, убрать, погрести. Мужчины там иногда. Ну, мало, у нас ведь всего 40 человек с лишним. Так. Но в Гридинской 1 человек, там дальше Никольская 2-3 человека. Дымковская у нас тут 4 человека. На Бурцеве, наверное, человек 10. И тут человек 20 всего, наверное. Молодежь вся уехала. Часто спрашивают, как вы выбираете, вот почему вы этим занимаетесь, этим не занимаетесь. Ой, очень много разных ответов. Раньше, когда вереница только начиналась, мы хватали все, что плохо лежит, что вот мне казалось, что скоро рухнет. Например, вот так мы взяли Меландова. Я позвонила Андрею Борисовичу Баде в 2010 году и спросила, что скоро рухнет ценное. Он говорит, Меландов, Владимирский храм. Мы поехали, и вот, собственно, за 10 лет мы провели консервацию. То есть сначала первую, потом вторую. Ну вот, например, вот так берем. То есть то, что скоро рухнет. И так вот мы несколько лет подряд спасали 17 век, и удалось нам спасти 4 храма, часовню и 3 храма 17 века. Ну, временно спасти, да, как бы. Вот. А дальше. Где-то, например, житель с нами связывается. А, кстати, это было в Волосово. Через Александра Матюхина. Он узнал об одном жителе деревни. Тот очень хотел реставрацию, хотя бы как-то прикрыть храм, потому что он был без шатра, шатер упал 30 лет назад. И вот так вот через жителей, да, то есть жители обратились. Ну вот как-то так. То есть или ценные, или жители, или мы чувствуем, что по силам, вот как мы занялись каланчой, конечно, иногда просто уже с отчаяния. Тоже такой вариант ответа можно, в общем, предусмотреть, потому что вот мимо каланчи мы в Гридинскую ездили 10 лет и видели с Дарьей, как, в общем-то, она бы рухнула в следующем году, потому что гнилые балки, как все прогнивает. И с отчаяния беремся, потому что приходится в долг брать из-за как бы этих памятников. Ну вот тоже 4-й ответ с отчаяния. Каланча — это, кстати, классический пример, как могут объединяться разные активисты. Но это уже, поскольку у нас есть опыт. То есть мы написали в сетях, связались с людьми, которые, в общем-то, хотели бы реставрации, консервации, да, противоаварийных работ. То есть это клубные работники, Елена прекрасная, которая уже, в общем-то, много что пыталась сделать там на памятниках. То есть завклубом, например. Дальше заведующий добровольной пожарной дружиной Андрюша, Андрей, тоже как бы активист Вельска Николай Кудрин, Дарья как мастер, один из мастеров, Дарья Михайлова, это наш вот сотрудник фонда, мой заместитель, архитектор Николай Смирнов. То есть вот мы собрались, получается, наука, архитектор, 2 мастера, Дарья и Александр, 2 северных мастера, да, и получается местное сообщество, и я как, наверное, ну что-то такое, я не знаю, объединяющее тоже.
Вот было где-то 10 собраний, то есть мы думали, как мы закупать будем лес, где мы будем искать средства на проект. И вот собрание за собранием всю зиму мы собирались вот так онлайн, очень активно обсуждали, причем удивительные были обсуждения по часу-полтора, и я поняла, что вот действительно мы созрели, вот какое-то это гражданское общество такое вот, всем было нужно. И в результате Елена, например, взяла на себя питание, размещение, да, каких-то волонтеров. Андрей тоже помог с краном, собирать средства пытается посильно. Вот Николай Кудрин написал прекрасные статьи в местных газетах. Архитектор Николай Смирнов за 2 месяца сделал проект и отправил в инспекцию. Проект получил, да, проект разрешили. И Дарья тоже всех объединяла, молодец, закупала лес, проверяла, какой лес, качество там, ну, в общем, тоже как координатор, как мастер, как, в общем, все-все-все. И сейчас она там просто сидит на памятнике уже, получается, вот были работы в апреле, и сейчас вот в июне, и еще раз заезжали. То есть это удивительная такая демократическая у нас получается, демократические противоаварийные работы удивительные. Да, и причем они прозрачные, то есть каждый шаг мы обязательно о каждом шаге сообщаем сообществу. Конечно, у нас по каланче долги, но я считаю, что это не так страшно, как было бы страшно то, что, допустим, что-то бы мы не предусмотрели, что-то в проекте не так, или лес бы плохой купили, или бы жителям это было не нужно. Сейчас нужно вот тем категориям населения, которые я перечислила, нужно. Все деревни Русского Севера на первый взгляд вроде бы как одинаковые, но если присмотреться, то каждая деревня уникальна. Так вот, наше шадринское поселение есть деревня Березник, на которой расположены 2 памятника архитектуры – Курная изба и пожарная каланча. Мы показывали пожарную каланчу как просто объект обзорный. Внутрь заходить нельзя, потому что она более 15 лет находится в аварийном состоянии. Туристов туда заводить было нельзя, а им очень хочется. А так как все-таки наша уникальная деревня, нам бы хотелось, чтобы сюда приезжали туристы, люди и знали о наших памятниках. Пожарная каланча 1912 года. Мы проводим противоаварийные работы. Жалко, конечно, все это разрушается. Она такая интересная, красивая, уникальная. Вообще одна на территории Архангельской области, пожарная каланча. Ну и прошлый год к нам обратились неравнодушные местные жители, что, может быть, уже что-то сможем сделать. Ну и мы решили, что противоаварийные работы проведем. Закупили пиломатериал, завезли на объект, демонтировали аварийную кровлю, обшивку башни, саму башню, потолочные балки, балки, на которые опиралась башня. Все это демонтировали, многое было в аварийном состоянии, что-то уже даже рухнуло. Выровняли сруб. Ну и сейчас будем делать вставки на гнилые участки башни и готовить новые балки, замену утраченных. Моя добровольная команда, конечно, очень заинтересована, потому что это же пожарная каланча, и хотим ее восстановить. Хотим, чтобы она была. Все-таки это наследие архитектуры, наша память, память наших предков. Да, здесь была музейная экспозиция, которую вот мы держали. Мы же детишек сюда водили вообще прям. Кадетские классы всякие. Волонтеры наши тут все обкашивали. Конечно, были крутые проекты. Вот хотели мы эту каланчу, если думаем, восстановим. Тут на ее территории проводить тут и палаточные лагеря, и всякие сборы, обучение, мастер-классы для детей. Конечно, хочется ее сохранить. У нас, получается, наш район, вот где каланча стоит, вот это вот, тут пол района, все, оно не защищено, и занимаемся этим мы, волонтеры. А сейчас вот мы взяли это наследие, мы сохраним его, по крайней мере, покажем людям, что вот это можно сделать. И я это хочу показать, что можно объединиться же вокруг нее. А мы ходим, растряхиваем. Почему вот я такой активный? Потому что я не могу спать, мне надо растрясти народ. Я говорю, народ, это же наше, это прошлое. Давайте его сохраним для наших детей, для нашего будущего, чтобы они знали. Да, я вот почему-то взялся за эту каланчу. Действительно, там... Сейчас я уже начал потихоньку, и ребята у меня начали переключаться на эти церкви. Говорит, слушай, Андрюха, а у нас ведь тут очень много. По Павельскому району 159 памятников.
давай-ка тоже там где-то. Я говорю, ребят, подождите, давайте вот сделаем этот, потому что это очень тяжело. В здании пожарной каланчи еще в свое время находилась экспозиция музея. И там стояли объекты того времени. Бочки деревянные, на которых раньше тушили пожары, вот, насосы. Все это сейчас вывезено, оно обратно все вернется. И проводить и рассказывать, что это важно. Местное население надеется, что если мы проведем противоаварийные работы, пожарная каланча зафункционирует, на нее обратят внимание, к нам будут ездить. И, может быть, увидят уникальность этой деревни. И главная мечта жителей — дорога и связь, чтобы о нас знали. Но на территории Архангельской области очень много памятников, на которых нужно провести срочно консервационные работы, иначе мы памятники потеряем. Мы вообще стремительно теряем объекты культурного наследия, особенно деревянное зодчество. Ну, потому что дерево мокнет, дерево горит. Ну, что можем, мы делаем, но нас мало, очень нужны люди. Просто люди, которые могут брать на себя ответственность за проведение работ. То есть просто приехать и поговорить с местным населением, найти, где можно купить пиломатериал. То есть просто человек, которому не все равно на самом деле. То есть очень мало людей, которые бы могли включиться и несколько лет подряд продолжать эту работу. Прежде всего, памятники нужно открыть народу. Как вот в 3-й серии «Электроник», помните, он завел эти часы, они зазвенели, разбудили весь город. Город побежал спасать свои картины. То есть мы должны писать обязательно, мы должны писать в сетях, должны государственные писать, журналисты про памятники, что это не скучно, это интересно, это старина, это, в общем, много всего интересного около памятника может быть. Вот. И если люди увидят, что это старина, вот как в Каргопольском районе, да, люди понимают, среда образуется, и люди идут сохранять. Да? Допустим, в других районах такого не происходит. Вот, потому что и статей нет, и, наверное, главам все равно. И как бы вот в Каргопольском районе глава сама берет и приходит, и помогает, да, делает дела. То есть, наверное, нужно разбудить людей. За последние десятилетия было сделано немало. Многие заброшенные памятники получили вторую жизнь, потому что они нужны людям. Но усилий общественных движений, мастеров и добровольцев недостаточно, чтобы спасти все. Им нужна помощь, чтобы вернуть не только крепость стен, но и поддержать жизнь на территориях. Смогут жить люди, будут жить и памятники. У нас всегда противоставляется новое строительство и реставрация. И основное наше замечание к производственникам, замечание архитекторов-производственникам, это то, что у нас объект не нового строительства, а реставрации. Что надо сохранять подлинник, сохранять историю, сохранять каждую доску, каждый кирпич, а не выбрасывать это, не заменять новоделом. Государственные вложения в культуру – это крупные многомиллионные контракты, там 100-150 миллионов. И много лет. И отец Алексей продвигал эту идею, и я тоже присоединялся всегда, что можно на эти 100 миллионов сделать не один объект, а десяток объектов, которые, пока реализуется этот 100-миллионный контракт, они приходят в разрушение. Логика совершенно понятная и ясна. Вот, и действительно, это возымело действие. Она началась в 2021 году, эта программа. Мы делали уже проект деревянный 2021. Это по всей стране. Это, по-моему, 50 объектов вошло в эту обойму. 2022 года выиграла ЦНРПМ. Ну, я так понимаю, что там просто никто другой не мог выиграть, потому что, только вот ЦНРПМ действительно такой крупнейший реставрационный институт, есть такие мощности, чтобы
все это. Понятно, что это не ЦНРПМ делает, все распределилось по разным субподрядчикам, но, в общем, в целом более-менее успешно. Конечно, первый год немножко кривовато шел. Многие до сих пор не получили деньги, субподрядчики, за проделанные работы. Завязли в документации, в каких-то недоделках. Ну, в общем, государственные контракты – это всегда очень сложная песня. То есть тут набраться терпения, собственных ресурсов. Вот. Все нормально, но это происходит очень долго и муторно порой. Вот. В целом, я бы не сказать, что все блестяще прошло за 22 год объекты, но в целом, ну, между хорошо и удовлетворительно, скажем так. А дело в том, что решение о реставрации, о выделении бюджетных средств на реставрацию принимается Министерством культуры. Принимается только на федеральные памятники. Региональные памятники остаются вообще вне сферы этой деятельности. То есть в них должны, по идее, вкладываться региональные бюджеты. Региональный бюджет Архангельской области не в состоянии ничего поддерживать. Решение о реставрации, о выделении средств принимает Министерство культуры на основании заявок. Заявки подаются многими. Заявки подаются инспекцией Архангельской области, заявки подаются от епархии, от музеев заявки подаются. Но просто государственных средств не хватает, чтобы удовлетворить все заявки. Это явно нереально. И выбирается 1-2 объекта. По какому принципу выбирается, я, честно говоря, не знаю. Но, в общем, те объекты, которые реставрируются, они действительно требуют реставрации. Я не могу сказать, что что-то в выборе неадекватно. Просто очень сложно. Объекты многие нуждаются, но выделяется на мало. И вот, собственно, вот так вот. На некоторые объекты никогда, я думаю, не выделится, хотя очень нужно. Та же самая Пила сейчас, где ведутся работы консервационные, в общем, как бы можно успокоиться действительно лет на 10. Но потом, конечно, надо приступать к реставрации. Кто будет писать заявку на это, и будет ли она удовлетворена, это не наша компетенция. Заявки, я знаю, Архангельск пишет каждый год. Много заявок на разные объекты. Вот. В последнее время в Архангельской области, по-моему, очень мало чего реставрируется. Именно реставрации крупные. Пила – самая высокая деревянная церковь на Онеге. В смысле, самая высокая деревянная церковь в России. Деревня Пила на Онеге. Вот мы сейчас ведем надзор. Очень сложный объект, очень ответственный. Вот тоже недавно туда ездили. Она сейчас вся одета в лесах. То есть, ну, это, конечно, колоссальная башня. Это по программе государственной консервации. Это еще объект 22 года, просто он продлился из-за своей сложности. Так, здесь идет консервационная работа по церкви, то есть полностью церковь готовится к будущей реставрации. При будущей реставрации, да, нужно будет разобрать полностью верха, то есть снять главу, разобрать главу, то есть разобрать полностью шатер, он здесь рубленый из бревен, то есть до полис. Потом далее нужно будет выровнять церковь, ну и позже разобрать обшивку, то есть, ну и смотреть уже, какие работы там нужны будут далее. То есть это уже, так сказать, будет ясно при снятии обшивки церкви, ну то есть и при дальнейшей разборке. То есть сейчас сложно что-то сказать. По времени реставрация займет, ну, примерно, я думаю, не менее 3 лет. Не менее 3 лет. Этот памятник, он самый высокий в России, то есть высота его более 45 метров. Вот. Ну и здесь вообще раньше был ансамбль церквей, то есть как бы намоленное место, так сказать, на севере. Вот. Колокольня, сама церковь и еще сгоревшая ранее, то есть еще церковь была. Вот. Ну и плюс, я думаю, в дальнейшем будет здесь асфальтированная дорога, то есть и люди будут ездить по всей Онеге. То есть реставрация, в общем, нужна. Ну и как здесь, так и по всему северу.
В Каргополе сохранился ряд исторических домов, городских. И это, конечно, является предметом беспокойства и заботы местной власти. Они сделали проекты, по-моему, за муниципальный счет. Но там очень тяжело идет. То есть эта инициатива, безусловно, есть, она очень положительная. Она просто не к церквам относится, а к другому виду построек, к деревянным домам. Вот. Недавно был круглый стол в Каргополе. Тяжело идет это, потому что собственнику или пользователю очень трудно объяснить, что не надо бояться реставрации, что это не есть что-то там архисложное и невозможное, что все осуществимо. У местных органов власти, собственно, инструментов для сохранения объектов культурного наследия очень мало. Ну вот как с этими домами проявляется инициатива. Да, в малых городах может быть это. А федеральные памятники, ну а что они могут сделать? Могут писать какие-то письма. Это дело довольно бесполезное. Сегодня стоимость работ реставрационных, она зашкаливает. Я сегодня, в том числе, мы говорили с Александром Матюхиным об этом. Каким образом? Вообще существует ли такой способ, чтобы я, в принципе же, бюджет же не против этим заниматься, да? Но у меня в местном бюджете там всего на год своих денег 120 миллионов. Это тех денег, которые мы можем распоряжаться сами. Но большая часть их там уходит на содержание там наших образовательных учреждений, там культуры, зарплата. Совсем их нету, но мы все равно готовы там 3-5 миллионов выделять. Мы понимаем, что с этими деньгами в реставрации делать нечего. Там ценник начинается, там реставрация там, дома 20 миллионов. Обычного, деревянного, одноэтажного дома. Вот у нас сейчас есть проект, да, так это 18 миллионов рублей. Ну разве мы найдем такие деньги? Никогда мы их не найдем. И когда такой подход централизованный, когда есть профессионал на государственном уровне, который получает зарплату, да, они гонятся за прибылью, которым интересно получить результат, то, конечно, качество работ лучше. Денег меньше на это тратится. Мы-то готовы вкладываться, мы вот вложились. А потом начали поиск денег. Сначала поиск инвестора. Хотя мы понимаем, что если, допустим, физическое лицо возьмет, да, и под чью-нибудь лицензию начнет делать, наймет обычных плотников, ну, условно, с авторским надзором, там, какой-то лицензированной организации, то ему это выйдет, возможно, и не 18 миллионов, а 3 там, миллиона рублей, да. Не нашли таких, потому что настолько всех пугают эти таблички, настолько люди сегодня боятся попасть в какую-нибудь историю с нарушением этих памятников, что... И самое главное, у нас нет опыта. То есть мы не можем людей успокоить и рассказать. Ой, вы знаете, вот мы там вот реставрировали дом, вот то-то, 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 то есть и вот как бы надо вот таким образом действовать. То есть мы этот опыт даже получить не можем, потому что настолько это как бы все дорого для нас. И все равно мы вынуждены, как муниципалитет, искать источники бюджетного финансирования. Но я понимаю, что это можно сделать. Чем этот дом-то, кроме таблички-то, отличается от другого прочего дома-то? Вот чем он отличается? Что я дома также подрубаю свой дом с таких же бревен? У меня на это уходит 400 тысяч рублей, а здесь 10 миллионов идет. Ну как так? Что в них разного? Ну да, мой дом, который я реставрирую сейчас, он тоже столетний. И тут столетний. Почему такая разница в цене? Ну, памятники вообще надо всякие сохранять. И деревянное зодчество, и каменное зодчество. Да? Но деревянное требует больше внимания, потому что, как я уже говорил, дерево быстрее разрушается. Старая архитектура, она воспитывает в человеке чувство прекрасного. И если жить чисто среди коробок бетонных, да, и жить где-то вот среди красоты, у человека совсем будет другое мироощущение. Ну, конечно, много храмов уже утрачено, к сожалению, по равнодушию людей, по небрежению. Последние советские годы особенно. Часовня в Бринаволоке, в деревне Жилино, которая находится, она освящена была в честь или пророка, и Параскевы Пятницы. Построена в начале 20 века, где-то около 1907 года. Вот. И последние годы она находится в руинированном состоянии.
последние как минимум 15 лет. Но местные хотели заняться восстановлением этого сооружения, но их остановило то, что это памятник архитектуры. Нужен проект, нужно согласование, но поскольку таких специалистов в деревне нету, все осталось на прежнем уровне, в прежнем месте. Рассчитываем прежде всего на себя. То есть у нас есть, я работаю в частной школе, у меня часть зарплаты идет. Люди смотрят, что, берут пример. Тоже есть несколько друзей, которые точно так же переводят что-то в фонд. Но у нас нет бизнесменов, конечно, нет, таких вот, которые там 10 миллионов в месяц, или миллион в месяц. Сейчас, например, на счет фонда собирается пожертвованиями 100 тысяч в месяц примерно. А мы же из этого должны еще помимо закупки леса платить зарплату сотруднику, например, да? То есть прежде всего мы рассчитываем на себя, потому что, мне кажется, что если мы очень будем просить общества, общество есть чем заняться. Есть больные дети, старики, да, социальные проекты, кошечки, собачки и так далее. И мы где-то, я считаю, как-то я посчитала, мы 7-е в очереди за помощью к добрым людям. И тоже мы были бы рады, если бы наш фонд по 100-200 рублей в месяц люди жертвовали и знали, что это у нас честные отчеты, мы каждый месяц отчитываемся перед жертвователями. То есть еще так собираются средства. Еще дают уроженцы. Сейчас потихонечку начали появляться уроженцы. Иногда они живут за границей, иногда далеко от своих сел, из которых, допустим, или их увезли в детстве, или там жили их когда-то дедушки, бабушки. А эта родовая память, она, конечно, очень сильное чувство. Они пишут, переживают, приезжают, плачут. Иногда по деревне, в Гридинской я сижу в июле, идут просто машинами, приезжают, выгружают своих бабушек, ведут их под ручки, бабушки плачут, вспоминают. Конечно, какие-то средства переводят, и так приятно, когда пишут там «на что хотите». Есть еще семейная легенда, что и, как рассказывают, что в чем-то мой прадед поспособствовал тому, чтобы спасти этот деревянный храм, потому что в 30-е годы перед войной горячие головы, особенно какие-то, они разрушили колокольню, она здесь примерно и стояла. Тогда тот теплый храм зимний, который стоял на этом месте, обезглавили, тоже сделали там клуб. И что хотели даже и эту рождественский храм разрушить. Он был председателем колхоза тогда. Он запретил разрушать. Сказал, нельзя, не вы строили, не вам и разрушать. Там, конечно, сразу грозили, что там напишем, там куда надо, там тоже посадят, расстреляем, там все такое. Все обошлось. Чем интересен храм Рождества Богородицы, в первую очередь, что он чем необычен, почему он так привлекает внимание не только знатоков и исследователей вообще деревянного зодчества русского севера, так и в принципе всех. Здесь мы видим это кубоватый храм, что даже конструкция завершения его называется куб, которая была распространена в основном по берегам Онеги, но за редкими исключениями. Даже для онежских храмов он среди них выделяется необычностью конструкции. То есть мы видим, что обычно там были там пятиглавые храмы стояли, то есть одна глава сверху и 4 по углам. А здесь еще врезана как крещатая бочка по 4 сторонам света. Тут под главами маленькие такие теремки, кокошники. На бочках главки и в центре еще получается 1 глава. То есть получается 9 глав. Такого больше нету нигде, ни на Онеге, ни еще где-то. Но сравнивают с кижами тоже, некоторые говорят, что это предтеча кижей, то есть дальнейшее развитие. Это получается 1678 года, в кижах там уже 18 век. Работы, которые с вереницей велись, там тоже такая история, как вообще началась. До этого была очередная попытка государственной реставрации от Министерства культуры. На самом деле довольно интересный проект архитектора Волкова был. Там планировалось
воссоздать в первоначальном виде, если не на 18, не на 17, то на 18 век хотя бы. Ну, там, ну, увы, как мы знаем, то, что государственная реставрация, там все это как бы закончилось практически ничем. Вот построили там, разобрали теплый храм, возвели на его месте такую вот попытку реконструкции вот этой прежней трапезной, которая стояла на этом месте с 18 по вторую половину 19 века, тоже там с какими-то отклонениями от проекта. Каким-то таким вот. И на этом все закончилось. Как бы старый храм не притронулись, там продолжал ветшать, протекать. То есть мы видим вот эти повалы здесь наклонные, которые там сквозь него уже вода протекала, соответственно, вот этих на полицах над этим над повалом. Было множество дыр уже прямо, откровенно говоря, которые остались благодаря чему, из-за чего все получилось. Потому что там же стояли старые леса, оставались еще с 91 года. Тоже брошенные попытки реставрации, но там тоже союз развалился, все уже на следующий год никаких работ не проводилось. Они стояли, получается, 30 лет, там уже вода по ним стекала, железо проржавело, там уже все, и они провалились и пробили дырки в кровле. Там. Вот, все текло, внутри все текло, соответственно. Вот. Потом, значит, как, тоже уже, когда уже окончательно поняли, что ничего продолжаться не будет, вот эти реставрации государственные, тоже даже такие мысли уже закрадывались, а может, да, просто как-нибудь придумать, там, сообразить, там, выбраться как-то наверх, хотя бы чем-то по минимуму прикрыть. Вот мы зашли в храм там, а там все вот сверху капает с этого, прямо на это, на расписное небо, все течет, протекает, там завалено этим старым материалом было. Маргарита, конечно, пришла в ужас, в общем, сказала, что они были здесь 10, наверное, за 10 лет до того, говорит, все было еще в таком вполне приличном состоянии. И понемногу начали делать, то есть сделали... Девушка знакомая, вот, Саша Матюхина, сделала проект за бесплатно консервации, там его дали в инспекцию, очень быстро утвердили, кстати, на следующий год, потому что, видимо, когда там все работали на удаленке, там как-то, оказывается, дело быстрее было. Вот и начали, значит, в 2020 году, то есть ребята, мастера были из Архангела, то есть Саша Сапрыкин, ребята из Воздвиженского, тоже из артели, из Плотницкой, из Нового Старого. Вот, и добровольцы. То есть. Первый год, значит, поставили леса, вот эти разобрали повалы, полицы тоже перекрыли полностью все 4. Вот леса возвели, старые леса также начали понемногу спиливать, которые остались с 91 года. Вот. Потом на следующий год уже забрались выше, уже на завершение, на куб, на главы, то есть надо было главы уже перекрывать, множество дыр на самой кровле куба, на железе, там где-то оно прогнило, где-то просто отошло, там текло ручьями прямо до этого, на небо. Вот. И прикрывали главы, то есть снимали лемех с верхней части, снимали бересту, обрешетку где-то поправляли, там зачищали, где-то сгнившие элементы тоже заменяли. Вот, укрывали вот этим линокромом материалом, которого, может, хватит, ну, может, на 20 лет хватит, может, как-то так вот. Средства собирать тут немало придется, потому что если заниматься полной реставрацией, скорее всего, придется его перебирать с большей вероятностью. То есть как вот в Волосове сейчас планируется. Вот. Но тут это, конечно, такие пока еще планы далеко идущие. Теоретически, конечно, возможно все. Вот. Но, ну, как все говорят, Маргарита, все это как посмотрим, как пойдет Волосово. Там уже будет дождь. Ну, так, конечно, задумаешься тоже, что сколько лет это все подготовка, опять же, занимает, сколько сами работать, все это раскатывать, каждое бревно вынимать, вычинки делать, вставки, то есть все. Так, думаю, тут так вот тоже, наверное, тут, может, жизни не хватит даже, если все это восстанавливать. А с другой стороны, да, думаю, что все-таки хотелось бы увидеть еще на нашем веку. Главное тоже и не столько даже не только храм беречь, а именно беречь тех, кто действительно этим всем занимается, всех мастеров опять с золотыми руками прямо, то есть, которые работают вообще, и архитекторов, ну прямо на грани самопожертвования. Тех, кто организует все это, устраивает, тоже вдохновляют людей, собирают средства, все это тоже большая работа на самом деле. Вы знаете, мы про запас работаем, мне кажется, да. То есть, как бы вот я учу маленьких детей, они же тоже не знают, допустим, что будет через 20 лет. Мы им даем базу.
то же самое, мы сохраняем эту базу для поколений. То есть кто-то родится лет через 10, да, созреет через 30. Также, наверное, вот Петр Дмитриевич Барановский, да, он же видел больше, для него кто-то это сохранял, правильно? Сохраняли же и в начале 20 века, да, для нас. Вот. То есть тут, наверное, мы работаем на будущее. Это первое. А второе, жителям это надо. Жителям, да, в общем-то, и, наверное, московской интеллигенции. Вообще, если с людьми работать, люди понимают, как бы, зачем это надо. То есть иногда, конечно, я помню, как я с детьми садилась в поезд, и я была практически одна. Я не знала, кто ко мне подсядет из друзей. Но потихонечку движение растет, и, в общем-то, людям нужно, мне кажется. Эти храмы, они символу присутствия нашей на этой земле. Если их не будет здесь, то нас здесь и не было. Чистая земля будет. Поэтому надо стараться сохранить их, чтобы они были памятниками, вот, именно маяками того, что мы здесь жили и продолжаем жить. Главное, что мы что-то тут все-таки хотя бы сделали, сохранили, сделали свое дело как бы на какое-то время. То есть, а дальше там уж, я думаю, все равно придут какие-то новые подвижники, какие-то последователи. Может, вырастут новое поколение, которые тоже вот сейчас вот видят все это, наблюдают, тоже смотрят за старшими, за своими отцами, которые работают на храмах. Тоже вдохновляются. Может быть, кто-то из них тоже станет реставратором или архитектором. Так вот, как говорится, мы сделали свое, что ждет теперь других.